Всем привет! И сегодня мы посмотрим: стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит. Здесь мы ничего не загадываем, просто сосредоточьтесь на себе, любимой или любимом. Назовите себя по имени вслух или про себя. Ну и задайтесь тем самым вопросом, что стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит. Стучит — это то, что вот-вот-вот, буквально на пороге. Гремит — это то, что подальше. Ну, соответственно, дверь откроет. Это те какие-то события, либо обстоятельства, может быть, люди. Ну и, соответственно, чем сердце успокоится, тут и так все ясно и понятно. Так. Приступаем. Стучит. А стучит у вас семья, дела семейные. Притом здесь, если вы, конечно, замужем, да, то есть это отношения и ваши с супругом, и в любом случае такие кровнородственные, да, то есть когда много общения, контактов, притом, опять же, может быть, с вашими родственниками, с его, либо и с теми, и с теми. И если у вас сейчас нет отношений, то это на самом деле в большей степени идет ваша семья. Для тех, кто говорит, что нет у меня там семьи, или они где-то далеко, или там вы в руганке, есть те люди, лица, которые нас воспринимают, хоть мы и не родные по крови, настолько близко, настолько тепло, что их действительно можно отнести к тем людям, которых можно назвать своей семьей. Значит, для вас будут актуальны именно эти люди. Притом здесь такая теплая какая-то возня, разговоры, общение, какие-то переговоры. Кстати, по десятке пентаклей это также идет финансовое положение. То есть это то, к чему вы будете стремиться. Кстати, не удивлюсь, что если в финансовых каких-то аспектах у вас придет помощь, поддержка, опять же, со стороны родных и близких. Ну, давайте пошире посмотрим. Ну, смотрите, для большинства, как ни крути, это все-таки идет финансовое положение. Почему? Потому что десятка пентаклей, королева пентаклей – это работать, зарабатывать. Королева пентаклей определенно умеет зарабатывать. Она знает, как это делать, и делает это с удовольствием. Она к каждому пентаклику, к каждой денежке относится с трепетом и с любовью. Притом здесь, смотрите, во-первых, есть какой-то источник заработка, это одно. А второе, это как перед вами в финансовом плане еще откроются какие-то перспективы. У кого-то, кстати, не исключено, что какая-то женщина старше вас, либо более обеспеченная, опять же, может быть, кровная родственница, как вам внесет какое-то предложение, да, то есть, а не хочешь попробовать там вот это, или заняться вот этим. Даже если вы там, грубо говоря, без работы, в поисках, то это предложение со стороны вот этой женщины каких-то шансов, вариантов. И действительно могу сказать, что вас это заинтересует. Но вот здесь надо как немножечко подождать. Для кого-то по той же королеве пентаклей это действительно как создание уюта, теплоты, когда на самом деле вы будете в доме что-то делать такое изысканное, красивое. Ну, у нас подготовка перед Новым годом, если вы еще не украсили, может, действительно это как навождение порядка, да, то есть украшение дома перед Новым годом. Так, гремит. Королева мечей. Опять же, для кого-то это может быть некая женщина, такая крайне разумная, рациональная, чувства, эмоции она не особо умеет проявлять. Но вот зато разум, интеллект здесь на первом месте. Да? То есть, когда человек четко все структурирует, понимает, куда, как, каким образом двигаться. Для кого-то это вы можете в какой-то момент проявлять именно такие черты, да, то есть собранность, разумность, а эмоции и чувства немного будут уходить на потом. Ну, давайте посмотрим, с чем это связано.
Ну вот смотрите, как-то хочется волей-неволей сказать, во-первых, да, то есть по колесу фортуны это может быть отправление в какую-то дорогу. Но сразу предупреждаю, если вы поедете в некую дорогу, будьте аккуратны. Она вам будет представлять много по пятерке мечей каких-то трудностей, сложностей. А может быть, вы поедете в эту дорогу, чтобы разрешить вот эти трудности и сложности. Может быть, вы отправитесь в какое-то такое место, где витают вот эти вот воинственное настроение, да, то есть либо при дороге увидите какие-то конфликтные, неприятные разборки. Кроме того, смотрите, ну, как ни крути, пятерка мечей, она говорит о том, что придется с кем-то повоевать, придется что-то отстоять. Опять же, если мы будем говорить, что королева мечей вы, то в таком случае вы эту войну объявите, но объявите ее не просто так, а потому что уже и пора, да, то есть и по-другому никак невозможно. Либо же это будет у вас война, борьба с некой королевой мечей, да, то есть если это с ней именно у вас борьба, будьте аккуратны, что король, что королева мечей на самом деле очень сильные противники, и недооценивать их ни в коем случае нельзя. Кроме того, ну как ни крути, да, то есть все же, да, то есть в войне с одной стороны, да, здесь выделен победитель, но если брать более глубоко, потери при получение чего-то несет и одна сторона, и другая сторона. Так что все же призадумайтесь, насколько нужно будет разжигать эту войну. Ну, давайте посмотрим, чем же для вас вот это все закончится. Смотрите, а для вас это закончится очень даже неплохо. Для кого-то вот эта война, борьба, она будет за собственные блага, либо за какие-то финансы. Не исключу, что это может быть борьба именно, скажем, судебных характеров, чего-то такого. И здесь, если вы разжигаете эту войну, борьбу, чем для вас это заканчивается? Вы обретаете для себя то, что вам ценно, то, за что вы боролись. Особенно, если это касается недвижимости, финансов, да, то есть для кого-то это действительно отвоевать как свою статусность. И что вы приобретаете? По пажу пентаклей это стабильный ход событий, когда уже ничего не тревожит. Видимо, здесь история будет такая, что надо действительно один раз воевать, отрезать, чтобы эта история долго не длилась и не трепала вам нервы. И кроме того, все-таки, да, забрать, взять то, что вам должно и так принадлежать. Так, дверь откроет рыцарь жезлов. Это какие-то известия, притом горячие, которые, скажем так, действительно и вас взбудоражат, да, то есть и вот они прилетают как-то резко, быстро. Для кого-то это может быть как какой-то гость, который, знаете, как ураган, пух, и бах, он здесь, да, то есть вы могли и не ожидать, а даже если ожидали, то, скорее всего, он как раньше времени приезжает. Итак, с чем же он приезжает? Ага. Ну, смотрите, что-то хочется сказать, в ближайший период времени вам предстоит не совсем легкий. Вот тут у нас, пожалуйста, пятерка мечей, где вам придется побороться, и вот здесь у вас борьба. Но все-таки пятерка мечей от пятерки жезлов очень сильно отличается. Она гораздо мягче, с одной стороны. С другой стороны, здесь все-таки это когда люди конфликтуют, и потом между ними, да, то есть, ну, если брать даже любовную историю, милые бранятся, только тешатся, также это в споре рождается истина, и также, где это честными методами, да, то есть вы достигаете того, что вам нужно. Данная карта будет говорить о том, что здесь просто так не получится, да, то есть здесь, чтобы достичь своего, нужно приложить усилия, усердие. И это тоже абсолютно неплохо. Когда нам дается, преподносится не вот так вот на блюдечке, да, то есть, а мы за что-то боремся, вкладываем усилия, тратим где-то, может быть, нервы. То, что мы приобретаем, мы это волей-неволей, но и ценим больше, потому что вложились туда больше. Кроме того, смотрите,
Здесь действительно может быть какая-то конкуренция, где вам придется отстаивать что-то свое. И все-таки я не могу сказать, что вы будете конкурировать вот именно с этим вестником или гостем. Этот вестник или гость вам придет и скажет, что надо побороться, и где-то даже может дать ключики, да, то есть методы борьбы. Как, да, то есть если вы не ожидали никакой борьбы, то здесь он вам сообщает о том, что бороться надо. И это не напрасно. То есть, да, действительно, через борьбу вы, во-первых, отвоевываете какой-то свою статусность, свой статус, а во-вторых, то, что вам должно принадлежать по праву, да, то есть то, что вы цените, то, что вам дорого, и вы желаете сохранить в своей жизни. Ну и чем же у нас сердце успокоится? Угу. Ну, смотрите, все-таки семерка мечей – это хитрость. Либо вы узнаете, кто хитрил, кто про вас где-то сливал информацию, может быть, кто за вами шпионил, либо также, если по семерке мечей действовали вы через какую-то хитрость, да, то есть не напрямую в лоб, а как-то вот, ну, с изворотиками, да, то есть, то тогда дверь откроет что, да, то есть именно благодаря хитрости вы придете, да, то есть к тому, что вам нужно, и сердце успокоится. Ну, давайте немножко расширим. Угу. Ой, смотрите, но здесь у вас какая-то история любовная. Здесь все шло не любовное, а здесь определенная любовь. По-другому не могу сказать. Опять же, да, то есть вот я не могу сказать, что это к вам идет жених, обманщик и какой-то хулиган, какой-то нехороший мужчина. Почему? Потому что здесь карта влюбленные, искренние чувства есть как с вашей стороны, так и с его стороны, да, то есть, но будьте готовы, может быть, он будет про вас действительно собирать информацию, что-то узнавать, да, то есть, может быть, он вас будет покорять какими-то хитрыми методами. Притом здесь хочется сказать, что хитрость будет прослеживаться и с вашей стороны, и с его стороны. Кстати, не исключено, что это и вы можете за ним как-то вот шпионить, прослеживать, да, то есть для своего успокоения. Почему? Потому что чем сердце успокоится? Через хитрость, через ложь, но вы приходите к успокоению. Здесь они не ругаются, не ссорятся. Здесь наоборот, они обнимаются и целуются. И им прекрасно, и им замечательно. Кроме того, этот мужчина будет проявлять себя по отношению к вам. И могу сказать, что если в вашей жизни есть уже человек, с которым вы в отношениях, то это будут игрулечки между вами. Если вы одиноки, то вот здесь прихождение некого мужчины, но почему-то начало идет такое, какое-то вкусное, интересное, где будет много каких-то интриг, но интриг не грязных, подковерных, да, то есть, а, ну, действительно интересных. И в любом случае, чем сердце успокаивается? Тем, что вы оказываетесь рядом с тем, с человеком, с которым у вас взаимные чувства, и он, несомненно, очень хорошо, активно по отношению к вам проявляется. Ну что ж, вот такой у нас сегодня был интересный, насыщенный расклад. Здесь у нас и финансы, и борьба, и любовь, и семья. Все полностью будет задействовано. Я вам всем желаю как можно больше прекрасных, счастливых событий в жизни. Пока-пока. До новых встреч.